Все ждали снегопад, но снегопада нет, хотя тепло. Всего 4,5 градуса, ветерок небольшой, но по прогнозу к вечеру снег. А к концу недели, сейчас я вам покажу, я никогда такого прогноза не видел. Смотрите, плюсовая температура и просто нереальный снег. Нереальный снег. Сильный облажной снег. Кстати, стояло там 12 сантиметров. Такого никогда не было. Но это только прогноз, поэтому все может измениться. Это горы. С сегодняшнего дня у меня стартует школа. Одна школа, вторая, третья, четвертая, и так до конца февраля. По-моему, там всего несколько дней будет, когда будет сопровождение в горах и можно катнуть в полную силу. Но пока что я вхожу в режим обучения, школа за школой. Это, конечно, хорошо с одной стороны, но с другой стороны хочется и катнуть в полную силу самому, как мы вчера катали. Вчера просто бомбическая катка была. Вот, но ничего не поделаешь. Но самое главное, что нет мороза. Мороз — это, конечно, плохо. Мороз просто некомфортно кататься. Гораздо комфортнее, когда снег и ветер, нежели мороз. Даже с солнцем. Поэтому хорошая погода. Февраль нас радует. И я думаю, что февраль будет снежным, а весна будет запоздалой. Спокойно еще откатаем март и начало апреля. Ой, какие далекие планы. Ладно, нужно идти в гараж. Вчера вечером я не заправил снегоход, потому что в насосе сели батарейки. И самое время, вернее, этот случай сподвиг меня на то, чтобы показать, как заправляется снегоход. Заправляем мы из 40-литровых бочек. Специальный сотый авиационный бензин, шутка, обычный 98-й, просто он вот в таких вот бочках. И насос автоматический, включается, отключается. Сейчас только ждать. Все, снегоход заправлен. Еще осталось поставить сумку и поехать. Пока что ребята выезжают на прокатной технике. И возникла проблема, что с собой брать. Конечно, я это все проговариваю, когда люди звонят мне и спрашивают, что брать, кроме экипировки. Я им скидываю, пишу или говорю определенный список, но все равно не все с собой это берут. И вот сегодня как раз поговорим об этом, что брать с собой для того, чтобы приехать сюда и покататься в нашей школе. Нас снимать нельзя. Мы официально на работе. Илья, ты сегодня поедешь на Титане? Бля, ты меня спалил, Леха. Я думал, ты уехал уже. Вот он, выбор райдеров, топовых райдеров. Polaris Titan. Готовимся к выезду. Ребята уже здесь снимают селфи. Все как положено. Начался ветер. Идет небольшой снег. Но так себе, да, снег? Ты хочешь что-то сказать своему одному подписчику? Мой единственный подписчик. Хочу сказать, что вчера мы один день только покайфовали. Сегодня опять этот снег. Сколько можно уже. Ветер, снег. Так тяжело. Надо немножко уже передышку, чтобы там недельку солнце постояло. Да. Но в четверг будет солнце. Ладно, все, пляшем. Давай, поехали.
Традиционно на школе первое упражнение — правильная работа с газом. Ребята просто ездят вверх, полностью нажимая на газ. Полностью. Это очень важно. Потому как следующее упражнение зависит именно от этого, как вы резко нажимаете на газ. Если газ гладить, нажимать плавно, то ничего не получится. Вернее, получится, но тяжело. Куда гусеница наклоняется, туда едет снегоход. Вы сейчас это почувствовали. Он начинает наклоняться и, соответственно, его тащит в ту сторону. Вот это вот самая основная фишка. Прыгаем на неправильную ногу, делаем небольшую натяжечку. Не нужно его рвать, нужно просто небольшая натяжечка. Вот так вот. Оп. Перешли ко второму упражнению. Постановка снегохода на одну лыжу. Это очень важное упражнение, есть отдельный урок по этому упражнению. Не сразу, конечно, получается, есть ошибки, но корректирую. И в принципе, я думаю, что все будет замечательно. Пошел снег, его интенсивность увеличилась. Там даже вот горы не видно уже. Ветер подул. И, кстати, давайте замерим, сколько здесь снега на нашей учебной горке. Я напомню, она буквально там в километре от гостиницы, то есть никуда ехать не надо. Можно вот здесь вот спокойненько. Ой, как хорошо занимаются. Давайте измерим, сколько здесь снега. Кстати, начало немножко выходить солнышко. Это хорошо. Солнышко мы любим. Напомню, это наша учебная горка. Где-то около километра от Приискового, от гостиницы. Ехать вообще по ратрачке, по дороге. Но здесь, тем не менее, можно хорошо поучиться. Хороший склон. Щуп длиной 2,4 метра. $2.10. $1.80 м. Давайте здесь на утоптанной. $1.80 м. Вот такой снег, вот такая величина снежного покрова. Более 1,5 метра здесь. Я думаю, там наверху, где еще не утрамбованный снег, там гораздо больше, там более 2 метров. Здесь полянка, во-первых, здесь выдувает. Во-вторых, мы здесь практически каждый день занимаемся и утрамбовываем этот снег. Опа! Посмотрите, грязь. Грязь. Это значит, что под снегом плюсовая температура. Причем, при том, что она такая незамерзшая грязь. И это все может, вот по этой грязи, весь склон может сойти. Надо быть осторожным. Продолжаем тренировки. Немножко разъяснило, кстати, солнышко появляется, синее небо. Все получается. Сейчас скоро будет обед уже. Итак, если вы собрались ехать сюда в Приисковый, обучаться в школе, либо просто покататься, взять в аренду снегоход, может быть на своем, что нужно взять с собой? Именно об этом сейчас и поговорим. Прежде всего, вам необходимо снегоходную экипировку.
именно специализированную снегоходную экипировку, предназначенную для снегоходов, но самую тонкую, которая только возможно. Не нужно брать утепленные модели, нужно брать легкие модели без утеплителя. Это может быть либо комбез, моносьют, как у меня Lynx Quantum. У него утепление только в области шорты, а здесь все идет без утепления. Либо это раздельные брюки и куртка. Газует, школа идет. В общем, снегоходную экипировку. Моносьют, комбез, либо куртку и штаны. Под экипировкой нам нужно базовый слой, термобелье. Термобелье нужно брать самое тонкое. Далее у нас идет флисовый слой. Флис я бы не рекомендовал брать, но для людей, кто мерзнет, либо на холодную погоду, лучше с собой иметь флиску. Также необходима защита, как минимум защита коленей, потому что коленями постоянно упираемся в панели снегохода, постоянно какие-то удары, без коленей выезжать нельзя абсолютно. Но лучше иметь колени, защитные шорты, защиту бедер и защиту тела. Еще желательно локти иметь, ну локти по желанию. И конечно шлем, защитный шлем с очками. Очков можно много. Очков много, а линзы подбираем по погоде. Если это яркое солнце, то нужно темные либо зеркальные. Если это пасмурная погода, как сегодня, то лучше, конечно, прозрачную линзу, либо желтую. Про очки и про шлем у меня есть отдельные видео. Как в шлеме должен быть отсекатель, как правильно очки одевать, так, чтобы они не запотели, как ими правильно пользоваться. Поэтому ссылочку на видео я оставлю в описании. Кроме этого, нужно перчатки, обязательно несколько штук. Желательно тонкие и средние, либо еще толстые на обратную дорогу, чтобы доехать. Но вот, чтобы активно кататься, нужно такие не толстые, средние, чтобы можно было хорошо держаться, хват был нормальный. Несколько штучек, потому что они тоже бывают мокнут, и лучше менять их в процессе. Снегоходные ботинки. Снегоходные ботинки. Это должны быть именно снегоходные ботинки. Их большое количество, и нужно выбрать те, которые больше подходят вам. В крайнем случае можно использовать сноубордические ботинки, но они сильно жестче. В начале своей снегоходной карьеры я использовал сноубордические ботинки, но они быстро стачиваются от подножки снегохода и жесткие. Поэтому лучше потратиться и купить нормальные снегоходные ботинки. Они теплые, хорошо фиксируют ногу, удобные. С системой БОА, обязательно с системой БОА, потому что шнурки это просто вешалка, я не знаю. Это прошлый век. БОА надежно, удобно, прямо the best. Кроме экипировки, нужно взять с собой лавинное оборудование. Это лавинный датчик бипер, лопату и щуп. И нужно это все возить на себе. Поэтому нужно взять с собой рюкзак, в который вы положите лопату, щуп, бипер вы оденете на себя. Вот он здесь у меня. И также необходима рация, с помощью которой вы будете общаться с другими участниками вашей группы. Рация и плюс тангента. Это такое устройство выносное. Сейчас давайте я покажу. Сама рация у меня в рюкзаке, а здесь находится тангента, в которую я 1, 2, 3 говорю, и я слышу других людей. Рация в тепле, тангента на плече, можно спокойно общаться, не доставая рацию и там не нажимая на нее. Еще с собой нужно взять термос. Конечно, это не обязательное условие, но очень хорошо, когда в горах вы пьете горячий чай. Если вы по каким-то причинам не взяли термос, может его у вас нет, то можно взять здесь в ресторане. Ребята заправят чай такой, какой вы скажете. И один перевернулся, другой засел. Но лучше взять 2 термоса. Один под чай, а второй под еду.
Допустим, гречку или другую кашу туда можно, или сосиски, как это я раньше делал. Сейчас, кстати, перестал делать, но тем не менее надо вернуться к этой теме. Еще забыл сказать, что необходима балаклава. Балаклава — это такая маска. Нужно брать обязательно с открытым лицом, без отсекателя встроенного, потому что отсекатель у нас встроен в шлем. Сегодня ветрено, даже шлемы. Отсекатель встроен в шлем, поэтому балаклаву нужно без отсекателя. Если вы возьмете с отсекателем, и еще здесь будет отсекатель, то будет потеть очки, запотевать от вашего дыхания. Но тут уже кому как удобнее. И обязательно нужно взять шапку, потому как на привале, когда вы пьете чай, либо общаетесь, голова может замерзнуть. Шапка обязательно. Это минимально необходимый набор вещей, которые позволят вам комфортно находиться на склоне и проходить обучение, либо просто кататься. Он варьируется в зависимости от ваших потребностей. Кому-то нужно гораздо больше, кто-то берет с собой там еды целую кучу, либо какие-то вещи. Это минимальный набор. И если вы соберетесь ехать сюда в Приисковый, обучаться либо кататься, желательно его иметь весь. Список я постараюсь написать в описании. Если я что-то забыл, обязательно напишите в комментариях, поправьте меня. Быть может, я выпущу новую версию этого видео, где я расскажу уже более обширный список. И, кстати, в следующих видео надо рассказать, что я вожу с собой. И сделать обзор своей сумки, что у меня в сумке. А у меня их несколько сумок, кстати говоря. Ставьте палец вверх, обязательно напишите комментарий, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока. Поехал, помогу ребятам.